Привет из Турции! Я приехала отдыхать в 4-звездочный отель Нума Конактепе на все включено. Он находится в Конаклы, неподалеку от Аланьи. У него очень хорошие отзывы. Давайте посмотрим, какой он. Четырехзвездочный отель Нума Конактепе расположен в курортном районе Конаклы. Это в 12 километрах от центра Аланьи и в 110 километрах от аэропорта Анталии. Отель состоит из 2 корпусов и занимает компактную зеленую территорию. Также ему принадлежит зона отдыха и собственный участок на пляже. В лобби гостей встречают фруктами и лимонадом. На ресепшн со мной говорили очень приветливо и на русском языке. Все подробно объяснили, ответили на мои вопросы. Давайте посмотрим номер. У меня стандарт на 3-м этаже. Здесь стоит шкаф. Он достаточно просторный. Здесь есть вешалки и вот такие полочки. Сейф платный. Отсюда же вход в ванную комнату. Давайте ее посмотрим. Она просторная, чистая. Тут душевая кабина, полотенца, банные и небольшие для рук и лица. Здесь достаточно большое зеркало, есть фен и гигиенические принадлежности. У меня стандартный номер на 2, но места тут хватит для 3. Здесь стоит дополнительная кровать. Это основная кровать. Сейчас здесь лежат тоненькие вот такие одеялки, потому что на улице очень жарко, но в шкафу есть дополнительные теплые, если нужны. Еще тут махровые халаты и в номере есть тапочки. Напротив кровати телевизор, над ним кондиционер. В номере есть мини-бар. Он бесплатный, воду пополняют ежедневно, все остальное при заезде. Здесь есть газировка, кола, фанта и даже 2 баночки пива. Еще над мини-баром ящик, тут швейный набор и блокнотик. Рядышком столик с пуфиком и зеркалом. А еще неожиданная для 4-звездочного отеля штучка. Посмотрите, какой роскошный набор. Чего тут только нет. И там гели, шампуни, лосьоны, кондиционеры. Тут зубной набор, набор для бритья. Здесь женский набор со всякими штучками. Мыло. Ну, в общем, смотрите, как шикарно, как красиво сделано. Я всегда обращаю внимание на мелочи. И я просто в восторге, что вот именно так это преподнесли. Класс. А теперь пойдем на балкон. Сейчас дверь закрыта, и очень классно, что я не слышу улицу. Хотя у меня под окном находится бассейн, и там должно быть шумно. На балконе есть сушилка для белья. Здесь стульчики со столом. Вид у меня на бассейн, на вот такую зону отдыха. И, конечно же, на морешко. Посмотрите, какая тут красота. Номер небольшой, но светленький, чистенький. В целом мне очень понравился. А еще тут есть Wi-Fi, что тоже плюс. Отмечу работу горничных. Уборка была ежедневной и безупречной. Еще один хороший момент – комплименты постоянным гостям в виде фруктов и вина. Раньше я уже отдыхала в сети Нума, но в другом отеле. Было приятно получить такой знак внимания. Также тут поздравляют именинников и молодоженов. Сейчас давайте посмотрим территорию отеля Нума Конактепе. Она небольшая, но здесь все помещается, что нужно для хорошего отдыха. Прямо у меня за спиной основной корпус, всего их 2, за ним расположен еще один. В этом корпусе находится ресепшн и ресторан. Напротив него бассейн. Он, смотрите, достаточно просторный, тут есть лежаки, зонтики, всем гостям хватает. Дальше идет сцена, на которой идут разные развлечения и какие-то активности. Вот прямо сейчас там проходит йога. Здесь бар, много стульчиков, столиков. Там дальше еще один бассейн с горками. И вот тут вот можно брать напитки, а рядышком отдыхать. Территория вообще зеленая, она окружена такими деревьями, здесь очень все симпатично, компактненько, уютно, очень приятно.
течение дня аниматоры развлекают гостей активно, но не навязчиво. Тут есть занятия спортом, игры, танцы. Отель Нума Коннектепи подойдет для семейного отдыха. Малышей тут развлекают в детском клубе, а по вечерам для них устраивают мини-диско и просмотры мультфильмов. Территория отеля очень зеленая и продуманная. Помимо детских и взрослых бассейнов, тут имеются снэк-бары и бары с напитками, столики и зоны отдыха в тени деревьев, лежаки, сцены для шоу, игровая зона для детей, магазины пляжных товаров и парикмахерская. Еще один плюс – наличие обособленного бассейна с пометкой 16+. Он расположен между двумя корпусами отеля и рассчитан только на взрослых. Здесь просят не шуметь и не играть в водные игры. Рядом работает бар с напитками. Эта зона понравится каждому ценителю спокойного, уединенного отдыха. Также на территории отеля работают снэк-бары с закусками, чтобы гости в течение дня всегда могли перекусить. Тут готовят лепешки, предлагают фрукты, мороженое, сладости и напитки. Любители фитнеса могут посетить спортзал. За дополнительную плату можно сходить на спа-процедуры в хамам. Рекомендую сделать это в первые дни отпуска, чтобы снять стресс, а заодно подготовить кожу к загару. По вечерам в отеле Нума Коннектепи проходят самые разные шоу. Это ярко и красиво. Есть чем заняться и за пределами отеля. В Конаклы можно погулять по торговым рядам, сходить в аутлет или торговый центр. Здесь вы найдете одежду, сувениры и самые разные вкусности. Еще тут есть парк развлечений для детей. Различные кафе и красивые улочки, по которым приятно погулять и днем, и вечером. Сейчас утро, я спала отлично, мне никто не мешал, соседей я вообще не слышала. Музыка и вечернее шоу длились до 11 вечера, и так как номер у меня на бассейн, музыку я слышала. Так что если вы хотите ложиться спать рано, то берите с собой беруши или просите номер с видом не на бассейн, а куда-то во внутренний двор. А так все было тихо, спокойно, этим я довольна. А сейчас пойду на завтрак и покажу вам, чем кормят на шведском столе. В главном ресторане готовят завтраки на любой вкус. Если вы любите что-то сытное, для вас есть сосиски, овощные рагу, фасоль и блюда из яиц. Тут большой выбор свежей выпечки, от булочек до круассанов и блинчиков. А к ним всегда есть мед, несколько видов варенья и сладких соусов. На завтрак предлагают хлопья и кашу, свежие овощи, сыры и колбасы. Очередей в ресторане нет, а блюда постоянно пополняют. Если вы хотите позавтракать в турецком стиле, обратите внимание на сыры и оливки. Это местная классика. И, конечно, на шведском столе есть йогурты, сладости и свежие фрукты. Я отдыхала в октябре, когда на юге Турции был сезон слив, дынь и нектаринов.
Из напитков на все включено предлагают чай, кофе и соки. Готовят в отеле вкусно. Я довольна и выбором, и качеством блюд. Ресторан просторный, свободные столики есть даже при высокой загрузке отеля. Сейчас я пришла на обед, покажу вам, что предлагают на шведском столе. Рис, тушеная индейка с грибами, отварная курица с картошкой, картофельное рагу с фрикадельками, картофель с тмином. Это шпинат с сыром, мусака с картофелем и фаршем, блюдо из баклажанов. Макароны с кукурузой, горошком, овощами. Тут лепешки, я думаю, это пюре с сыром. Жареные кальмары, посмотрите, как там шкварца. Рядышком пицца. Тут у нас спагетти с томатным соусом и картошка фри. Это уголок с зеленью, можно собрать себе салат. Холодные закуски, тут грибы, креветки, вот это грибы в йогурте, салат с макаронами, яйца. Такие классические турецкие холодные закуски. Хлеб. Тут два вида супа. Суп-пюре с нутом, а второй суп с сельдереем. Здесь соленья и заправки к салатам и какие-то соусы. Оливки и свежие овощи нарезанные, собранные в салатики, есть целые овощи. Здесь зона десертов и фруктов. Груши, яблоки, бананы, сливы очень сочные, сладкие. Нектарины тоже обалденные, медовые и вкусная дыня. Все это я уже попробовала, поэтому вам говорю, что вкусно. Очень классные фрукты. Здесь турецкие десерты, сладенькие, такие пропитанные медово-сахарным сиропом. И это классические уже европейские тортики. Безалкогольные напитки, соки, лимонады, воду, чай, кофе набирают сами, а алкоголь заказывают в баре у официанта. А сейчас я покажу вам вечерний шведский стол в Нума Канактепе. Обратите внимание, что к ужину поменялись не только основные блюда, но и гарниры. Все приготовлено иначе. Неизменными остались только свежие овощи и фрукты, часть закусок и что-то, что всегда пользуется повышенной популярностью, вроде пасты, булочек и картошки фри. Готовят тут действительно хорошо и разнообразно. Приятно, что на шведском столе всегда было несколько видов мяса и рыба, а также супы, овощи, салаты, закуски, соленья и вкусные десерты. Мне понравилось, что сейчас в отеле отдыхает много туристов, но при этом очередей за едой нет, а блюда никогда не заканчиваются. Персонал работает очень быстро. Это касается и поваров, и официантов, которые следят за чистотой в зале. Все очень расторопные и приветливые. Персонал тут настолько хороший, а готовят так вкусно, что туристы даже фотографируются с сотрудниками отеля. Теперь давайте посмотрим пляж. Отель Нума Канактепе стоит не на первой линии. Попасть на море можно двумя способами. Первый и самый простой – воспользоваться бесплатным шаттлом. Он курсирует раз в час до пляжа и обратно. Второй способ – пойти пешком. Сначала по подземному переходу, а потом по спокойной дороге. Я выбрала второй вариант, потому что люблю гулять, а на улице нет изнуряющей жары.
До пляжа я дошла примерно минут за 10 и попала не сразу в зону, где лежаки, зонтики и море, а на такое пространство, где есть бассейн, еще один детский бассейн. Тут расставлены тоже лежаки, качельки, такие зоны отдыха. Рядышком бар. Там пекут пиццу, можно даже полноценно пообедать, готовят кебаб, разные закуски, в общем, много всего. Очень классно. А еще тут работает Wi-Fi, я даже не ожидала. Такая приятная зона, где можно отдохнуть и в тенечке, и потом пойти на пляж. На пляже легко провести целый день. Купаться, загорать, отдыхать, есть и пить, играть в волейбол. У отеля оборудованный пляж, здесь есть души, кабинки для переодевания, лежаки, зонтики. На лежаках мягкие матрасы. Отель небольшой, поэтому участок пляжа тоже небольшой. Давайте покажу, какой здесь песочек. Пляж тут скорее галечный, встречаются вот такие крупные камушки. И сам песок достаточно тоже крупный и такой серенький. А теперь давайте пойдем на море. Тут есть и песчаный вход, и с камушками, но самое главное, что нет опасных участков с плитами, на которых можно поскользнуться. И вообще заход довольно плавный, нет такого резкого обрыва. Пляж отеля Нума Коннектепе отмечен престижной наградой «Голубой флаг», которую вручают за чистоту и безопасность. Я отдохнула в отеле Нума Коннектепе и поняла, что не зря его так хвалят. Хорошие отзывы о нем оказались правдивыми. Мне очень понравилось, как тут все продумано. У него территория совсем небольшая, но каждое пространство как-то используется, и все комфортно отдыхают, никто друг другу не мешает. На такой маленькой территории всем туристам комфортно, свободно, просторно, в общем, супер. Еще мне понравился персонал, все такие милые, вежливые, очень хорошо выполняют свою работу, всегда улыбаются, это тоже классно. Пожалуй, единственный минус – это удаленность от моря, но это не страшно, потому что есть трансфер, всегда можно запрыгнуть в машинку, с комфортом доехать или прогуляться, если не жарко. Я уже отдыхала в других турецких четверках на все включено, и далеко не каждый из них может похвастаться таким набором услуг и развлечений. За это 5 баллов Нуме. Ставьте лайк, если вам понравился отель Нума Коннектепе, и напишите в комментариях, если вы здесь были. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков из Турции. Пока!